Всем привет! Делаю хэллоуинские ногти с черепами в феврале. Почему бы и нет? Погнали! Это мой старый маникюр, переживший, наверное, все, что можно, от ремонта до зубов. Тут у меня трещины на двух ногтях, на указательном прям под мясо, но болевых ощущений уже практически нет, так что спокойно можно опиливать данные зоны, без всякого предварительного армирования. Быстро снимаю покрытие и убираю чуть-чуть длину на конце. Начинаю делать маникюр с обработки кутикулы. Отодвигаю ее, попутно убираю прилипшую кожу с ногтя и образовываю карман, благодаря чему обработка фрезой будет проходить намного легче. Пламенем прохожусь сперва с левой стороны, мягко счищая глянец с натурального ногтя и обрабатывая боковые валики. Затем на реверсе справа. Тут есть время погрустить, ибо все-таки жалко этот пальчик. Какая бы уже не зажившая была эта трещина, все равно зона ногтевого ложа очень чувствительна, особенно к фрезерным работам, ведь они доставляют дискомфорт своей вибрацией. А саму трещину нужно хорошенечко зачистить, чтобы под подчиненным ногтем не образовывалась полость и там не начала развиваться всякая бяка. Ну или тот же травматический холизис. Это вообще такое, что от всего подряд может появиться. Поднявшую кутикулу я срезаю ножничками и шлифую срез шлифовщиком. Теперь дело за малым. Починить поломки, поднять клювы, подготовить ногти к основному покрытию. Чинить трещины я буду с помощью акригеля. Даже на этом этапе мне понадобится покрыть натуральный ноготь базой для лучшей сцепки. Хорошенько прохожусь на местах трещин, чтобы база проникла во все чешуйки. АСМР открытие акригеля от Born Pretty. На самом деле хороший акригель. Единственное, становится довольно жидким на тепле, и выстроить что-то четкое из него не получится. Далее допиливаю неровности и делаю каркас для дальнейшего выстраивания формы ногтя. Затем покрываю ноготь гелем, не доводя его до кутикулы, чтобы не пошли отслойки. А на конце поднимаю клюнувшую часть, выстраиваю апекс и сушу. Уже на сформированный ноготь делаю опил и выпиливаю натуральный ноготь с изнанки, тем самым поднимая клюв. Теперь можно делать дизайн. На самом деле все будет довольно просто, если вы хоть раз слепили что-то из пластилина. По тому же принципу я и буду делать эти черепки на ногтях. Фоновым слоем у меня будет черный гель-лак. Его я покрываю в 2 тонких слоя и покрываю его топом. А лепить черепа буду гель-слаймом. Как на нем написано, это вообще гель для типс. Но в этом плане я его еще не использовала. Он не липнет к рукам и к любым металлическим элементам. Тут я наложу другую цветосхему, ибо оказалось, что гель-слайм немного не видно на черном фоне, поэтому сразу извиняюсь за выбеленное видео.
Делаю первым указательный пальчик, выкладываю горошинку чуть выше центра ногтя и начинаю лепить глаза. Тут у меня где-то будет референс на то, что у меня вышло в конце. Как видно, я начинаю всегда с глазных впадин, от них проще всего отталкиваться. Это не будет очень быстро. Как оказалось, слайм еще и немного начал разглаживаться, так что не было той помятости, которой я хотела добиться изначально. Вырисовываю кости вокруг глаз. Далее носовая впадина. Все время пытаюсь как-то вытянуть эти кости, они все разглаживались. В общем, так до меня и не дошло, что сделать рельеф фигуры можно было уже в конце, а не после каждого этапа выкладки материала. Для скулы докладываю еще горошину геля и ею же вытягиваю зону челюсти. Финальные штрихи я делаю уже, когда фигура выложена полностью. Вытягиваю кости носа и глаз, очерчиваю зубы и кости скулы. По сути, на черном фоне отлично бы смотрелся слайм черного цвета. Не пришлось бы потом покрывать готовый рельефный рисунок черным гель-лаком и сохранилась бы четкость линий. А не покрывать гель-слайм нельзя, ибо у него такая полурезиновая текстура и втирка бы на него просто не легла. Тут я подошла уже ко второму пальчику. На нем у меня будет две детальки, снизу и сверху. И тут, говорю наперед, зря я выложила сразу два шарика слайма. Как я уже говорила, в процессе нанесения он немного разглаживается, и сохранить рельефность помогает только скорость формирования фигуры. Делаю все по тому же принципу, как и указательный палец. Сначала глаза, нос, скулы и челюсть, если есть. Заканчиваю с нижней фигурой, обязательно просушиваю ее и перехожу к верхней.
На следующем этапе покрываю готовые черепа черным гель-лаком и перекрываю топом без липкости. Стараюсь сделать это тонким, почти втирающим слоем, чтобы не испортить рельеф. Далее смешиваю два цвета втирки и втираю в фигуры. Сначала я думала, что лучше будет сделать втирку на весь ноготь, но потом передумала и оставила ее только на черепках. Убираю лишнюю пыль и перекрываю ногти топом. Нужно хорошенько позаботиться, чтобы топ не стек с верхушек черепов, и лучше топ покрыть только в один слой, ибо рельеф также начинает теряться. Но со временем, во время носки, выпуклые части все равно будут стираться от механического воздействия, так что нужно быть к этому готовым. Я об этом узнала только когда не сняла готовый маникюр в тот же день, когда его сделала, а обнаружила царапины только через пару дней, когда вышла на улицу. Тогда и задумалась над тем, что стоило перекрыть черепки топом несколько раз. Вот так вот. Ну а мы увидимся в следующем видео. Пока!